Продаем Sunliving A70DK. 79 тысяч километров прошел автомобиль. 2019 год выпуска. Интересна серия это тем, что, во-первых, двигатель еще без AdBlue, бак с топливом объемом 120 литров, сейчас таких больше нету. Далее, 16 колеса на дисках с завода, на фирменных фиатовских. Дизельное отопление, 7 спальных мест и зимний пакет. То есть мы эти автомобили заказывали конкретно для России, для нашего проката, потому что сдаем мы автодома круглый год, и они должны, скажем, удовлетворять запросам наших довольно-таки взыскательных пользователей. На мой взгляд, пробег небольшой, это видно и по состоянию автодома. Обычно такие варианты как раз привозят из Германии, после того, как там их сдавали в аренду. Но у нас пробег честный, там не знаю, вот про других не скажу. Значит, хорошо, что впереди мы заказали брызговики. Вот они защищают от песка колесные арки, которые в первую очередь начинают страдать от коррозии. Значит, на входе ступенька. Значит, что важно отметить в этой планировке, что сзади нас ждут двухъярусные кровати для детей. Автодом очень хорошо подходит, если вот путешествуете. Если у вас тем более их трое, то вот эта планировка прекрасно как раз подойдет. На задней стенке мы видим с вами окошко нижнего яруса, камеру заднего вида. Запоминаем, кстати, номер А761ОТ, если захотите им взять на прокат этот автодом или купить, вот, пожалуйста, можете как бы опираться на это видео. Вот, цену я вам сейчас не озвучиваю, она будет располагаться на сайте. А на сайт попасть можно будет по ссылке в описании к видео. Значит, тут у нас что? Дизельная печка. Хочу еще раз сфокусировать ваше внимание на том, что отопление автодома дизельное для России очень удобно. У вас греется автодом от дизеля, у вас готовится горячая вода от дизеля. Все удобно. Зимой не замерзаете. Значит, несмотря на это, есть газовый отсек на 2 баллона, который вы в начале сезона заправите, вот, и будете кататься больше сюда даже не заглядывая. И отчасти потому, что установлен, значит, газовый редуктор с краш-сенсором, то есть баллоны во время движения закрывать не нужно. В общем, расходуется газ будет только на холодильник на стоянке без подключения 220 и на газовую плиту. Вот. Газовых баллонов 2. И, кстати, они находятся в теплом пространстве. Печка недалеко, поэтому здесь проходят трубопроводы, и все у вас будет хорошо. Значит, мы с вами, в принципе, наверное, видели огромное количество уже обзоров именно этой модели. Знаете, да, что здесь у вас 2 яруса кровати, под нижним гараж, вверху тут должен лежать матрас, и человек может спать. Если спать здесь некому, просто поднимаете легким движением руки и фиксируете нижнюю кровать. Получаете большой багажник практически во весь рост. Вот. Но все равно грузить много не надо, вот 150 килограмм и хорош. Поэтому лучше с этим не горячиться. Закрываем. Итак, значит, туалетный лючок, кассета объемом 20 литров, выхлопная система дизельного отопления Трума. Значит, здесь окошко гостиной, но мы вот с вами все это изнутри уже изучим. Лючок для заправки чистой воды. И хочу показать вам, что здесь нет AdBlue. Вот. Той самой второй горловины, которая, во-первых, крадет объем у бака, у топливного. И, в принципе, зимой замерзает эта фигня. В общем, по России с ней не очень удобно.
Итак, автодом целый, не битый, не крашеный. Впереди даже еще противотуманки есть, друзья. И, кстати, дневные ходовые огни. Хочу обратить ваше внимание. Значит, здесь подключаемся к 220 вольт в кемпинге или к генератору. Ну и заходим с вами уже в салон. Так, здесь ступенька. Ну, вообще, автодом довольно-таки высоко посажен. Не знаю, как на видео это заметно или нет. Но, в общем, свес, да, приличный. Но, тем не менее, где-то проезжать, съехать с дороги, проехать по грунту вы сможете. Сам я это делал неоднократно. Поэтому, в принципе, для России машина хорошо подходит. Значит, дверь с кармашком, тут резинками всякими. 2 крючка для одежды. Заходим. Видим с вами кнопки включения света. На эту кнопку я нажимал, чтобы выдвинуть ступеньку. Здесь, кстати, на входе будет лючок для тапочек. И там, кстати, модуль, электрическая коробка, которая отвечает за обогрев пола. Здесь еще есть теплый электрический пол. То есть вот зимний пакет здесь прям во весь рост. И бак со сточными водами обогревается. И салон греется вообще отлично от дизельного отопителя. Значит, мы видим с вами, да, что удобно здесь могут расположиться 4 людей за большой столовой группой, 2 здесь. Значит, здесь ремни 4 штуки, здесь 5-й ремень скрывается, здесь ремня нету. Также здесь еще оборудуется спальное место. Для взрослого человека, кстати, в полный рост. В комплектации шасси двигатель, значит, 150 лошадиных сил, механика, кондиционер, музыка, значит, помощь при спуске. Есть кнопочка и Traction Plus. Полезные опции для России пригодятся. Значит, подстаканники мы видим с вами. Airbag пассажира и водителя. Держатель для гаджетов, в общем. И, конечно, очень важные штуковины, которые позволяют вам скрыться от лишних глаз. Вот потянули за эту штуковину и полностью закрылись. Шторы, кстати, не просто от солнца и от глаз, они еще спасают от потерь тепла, что очень важно для зимних путешествий. Значит, над кабиной мы видим с вами большое спальное место. С 2 сторон окна, люки двойные, могут открываться для проветривания. Значит, по лестнике, поэтому мы как раз забираемся наверх. Ну, такая простая поддержка из ламелей. Кровать можно таким образом поднять, если на голову давит во время движения. Тут, значит, у нас под кроватью находится, ну, под сиденьем находится бак с чистой водой. Здесь печь отопления Трума. Значит, стол складывается, делается двуспальная кровать. Вполне себе удобная. Здесь также стол складывается, делается кровать. Здесь, значит, ящик с аккумуляторными батареями, 2 штуки. Потому что для дизельного отопителя электричества нужно больше. Там же мы с вами видели электроблок. Здесь хозяйственный лючок, там кое-какие коммуникации проходят, но можете его занять под какие-нибудь тапочки, под обувь. Значит, кухонный модуль от Dometic легко моется, видите, потому что он совмещенный с мойкой, пьезоподжиг. Крышка для мойки тоже в наличии, где-то лежит в столе, такая белая. Вот, можно ей пользоваться как разделочной доской. Ящики для посуды. Холодильник, как я сказал, работает от газа 12 вольт, 220 вольт. И использует те самые газовые баллоны, которые мы с вами видели на улице. Значит, задняя полка, значит, вверху и внизу. В общем, матрас второй находится пока здесь, потом опускается, и здесь уже могут спать 2. Значит, доступ в гараж, кстати, есть в том числе и отсюда. Можно, не выходя на улицу, что-нибудь достать. Значит, тут мы видим с вами чайник какой-то стоит. Так гардероб довольно-таки вместительный, но все-таки, да, 6-7 человек будет путешествовать. Здесь, по-моему, тоже будет какой-то небольшой шкаф. Кстати, надо будет чуть-чуть петельку подтянуть, потому что чиркает немного.
порожек вот в этот. Итак, значит, самое интересное, наверное, это туалетная комната. Пользовался этой системой, работает, функционирует. Чтобы помыться, нужно этот поддон приподнять, вот, и тогда вода будет уходить вниз в обогреваемый бак сточных вод. Туалет Тетфорд с электросмывом, все крутится в разные стороны. Значит, шторкой мы закрываем вот эту часть и моемся. Значит, все, вытянули лейку таким образом и моемся. Вот, стаканчик здесь должен быть под щетки, пасты. Вот. Шкафчик для всякого разного. Ну и, собственно, полки еще для ваших умывальных принадлежностей. Кстати, очень удобно. Сюда вот я так вешал полотенце, вот висело, сохло, люк. Открывается, проветривает все это. В общем, вполне себе функциональная душевая кабина, душевая туалетно-умывальная кабина, которую можно, скажем, использовать. А когда не используете, здесь делается большой проход, то есть в кухне будет вам легче разойтись. Вот такой, друзья, автодом, прекрасно подготовленный для путешествий по России, с дизельным отоплением, с зимним пакетом, с обогреваемыми цистернами и трассами водоснабжения. Значит, 7 спальных мест, 150 сил, ручка. Что еще? 120 литров запас топлива, 100 литров запас воды. В общем, знаете, для большой семьи, большой компании, ну, практически идеальный автодом, если, так скажем, еще учитывать стоимость, да, наверное, такой хороший конкурент будет. Если вы будете выбирать несколько вариантов автодомов, вы, я думаю, оцените многое, что предлагает этот автодом. Да, может быть, у него там такой спорный дизайн, кто-то скажет, как-то типа простовато, но, на мой взгляд, все очень функционально, понятно и просто. Значит, и напоследок вам покажу еще управление отоплением трума, дизельное отопление, и также здесь осуществляется включение теплой воды, горячей воды, которая пригодится там, при мытье посуды и так далее. Что я вам рассказываю, знаете сами все. Значит, простой, лаконичный пульт контроля. Включаем-выключаем весь свет, воду, контролируем остатки воды и зарядку аккумуляторов. Розетка прикуривателя и 220 вольт. Ну, подсоединили сюда телефончик, положили на полку, он тут заряжается. Вот. Ну и, конечно, кондиционер в потолке. Обязательная опция для всех наших прокатных автодомов. Работает от 220 вольт при подключении к внешнему источнику питания. Ну и телевизор тоже, пожалуйста, в наличии. Чаще всего у нас ставятся уже современные варианты со Smart TV, то есть раздали ему Wi-Fi, смотрите свой там любимый кинопоиск, свои сериалы и прочее. Ну, то есть, если вопросы остались, друзья, задавайте их в комментариях. Стоимость и подробности по этой модели по ссылке в описании. Если вопросов нет, тогда до новых встреч. Как говорится, не смею вас больше задерживать. Если возьмете в аренду, то, а потом купите, стоимость аренды будет включена в стоимость покупки. То есть покатаетесь, получается, бесплатно. Пока.